Привет всем! Сегодня хочу построить выкройку вот таких вот следочков в программе KnitStyler. Вот они такие следочки. Такой вид сверху. Очень оригинальные. Их можно здесь любой узор сделать. Можно сделать многоцветные. Вот. И как их связать, сегодня построим выкроечку. Выкройка этих следочков вот имеет вот такой вот вид какого-то такого крокодильчика. Это будет использоваться частичное вязание. Сейчас я расскажу, как ее строить. Какие мерки нам пригодятся, я покажу вот по этой картинке. Нужна нам будет мерочка длины стопы, высота вот этой вот пяточки сзади задника. И нам нужна будет мерочка, вот какую мы захотим, от большого пальца до середины вот до этой пуговицы. Ну и можно еще взять вот эту мерку тоже, промерить. То есть вы сантиметром меряете от пятки вот отсюда, сюда до пуговицы. И потом эту мерку записываете и от пуговички до большого пальца вот эту мерку тоже записываете. Когда мы свяжем вот эту выкройку, она вот будет вот такой иметь вид. Значит, мы начинаем вязание вот отсюда. Я еще сейчас улучшу выкройку, и вот здесь я сделаю такую пяточку, как бы мы тоже ее свяжем частичным вязанием. Значит, вот это у нас будет место подошвы, это боковинки. Тут мы будем кетлевать потом вот с этим краем. И это вот наш носочек. Ну, имеется в виду носик, да, там где пальцы. Еще нам нужно по ноге снять вот эту вот мерочку внутреннего как бы полукруга. Мы его потом стянем. И вот эту мерку, вот этого всего полукруга. Сейчас покажу, где их снять. Значит, маленькую окружность мы будем снимать вот здесь. Вот примерно вы себе тут посмотрите, какое место вы будете стягивать. Потом, если вдруг вы свяжете и вам будет великоватый носок, вот тут его можно будет стянуть. Ну, вот я себе тут померила, у меня получилось 8 сантиметров. И также мы отмеряем вот от этой точки окружность, вот эту всю, вот сюда, вот примерно на одном уровне. Мы замеряем. У меня здесь получилось большой диаметр 28 сантиметров. Не диаметр, а окружность. Длина полуокружности вот этой, как бы, не знаю, полуовала. 28 сантиметров. Я думаю, что это для всех женщин, большинства женщин это подойдет размер. И вот здесь я взяла 8 по внутренней части. Итак, выбираем инструмент добавления кнопочки, то есть точечки. Ставим точку в любом месте. И пока она выделена, нажимаем вот этот крестик, чтобы у нас начало координат было в этом месте. Выбираем следующую стрелочку. Так. Теперь от этой точки откладываем, допустим, вправо по X. Отложим 10. Мои размеры я буду откладывать 10 и 10. И еще раз 10. Вот эта точечка у нас будет означать середину. Я первые свои носки делала без пяточки. Я не вывязывала здесь пятку частичным вязанием. А сделала прямо. Вы видели? Нет, вы не видели эту выкройку. Значит, сейчас я покажу, как получился готовый уже носок с прямой пяткой. Вот здесь пятка вывязана прямо. Здесь вот я начинала резиночкой 1 на 1. Мне так удобнее делать начало. И по 4 ряда я связала, то есть 4 ряда всего связала на пятке резинкой. И она получилась тут уголочком. Но вот когда одеваешь, то вроде бы нормально растягивается. Но все-таки хочу
Сейчас связать, уже сделать выкройку закругленным вот здесь вот местом. Поэтому, если вам лень заморачиваться, вы можете сделать так же, как я делала первый раз. Значит, увеличим немножко, чтобы нам было удобней. И я сейчас буду строить пяточку. Значит, этой вот точечки вверх откладываем, вот у меня уже 1,5 сантиметра. И по бокам я тоже отложу 1,5 сантиметра. По иксу, ой, делаем, что мне тут? 1,5 вправо и влево. 1,5. Так. Теперь вот эту точечку, я пока не буду удалять, может она не пригодится. Значит, дальше откладываем вверх наши мерочки, которые мы сняли до вот этого места, где у нас будет уже начинаться мысик. Вот этот полукруг, да? Вот у меня по мерке там 13 сантиметров. Значит, и вверх, вот у нас графа Y, откладываем 13 вверх и тут вверх 13. Значит, здесь нам тоже пригодится посередине эта мерка 13 сантиметров, поэтому мы ее тоже откладываем сюда. Теперь эти две точки соединяем любой линией. Здесь можно набрать любую. Далее вверх по средней точечке откладываем мерку нашего самого большого полукруга. А хотя нет, мы отложим половину. У нас мерка 28, мы сделаем половину, 14. Я потом покажу, для чего нам, чтобы упростить построение. Откладываем 14 сантиметров вверх. 14. Было 13, делаем 14. Откладываем вверх. Это будет половина нашего полукруга. Здесь мы будем откладывать через 1 сантиметр. Значит, вот здесь вот мы ставим, нет, вот здесь мы ставим 1 сантиметр по Y. И откладываем вот такие манипуляции. Делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Вот, сравнялись с этой точкой. Соединили их. Соединили. А от этой точки к середине откладываем где-то вот 6 сантиметров я взяла. 6. Это для частичного вязания. Сейчас мы себе выточки делаем. Откладываем сюда 6. И здесь также поднимаем на каждый 1 сантиметр. Так я, по крайней мере, строила. И вот пока не дойдут точечки до самой верхней. Там дальше уже нам не надо было. Вот. Что мы делаем теперь? Теперь нам нужно сформировать вот это вот как раз частичное вязание. Здесь первую точку удаляем. Эти все манипуляции, вот без них никак. Здесь удаляем ту, которая здесь посередине. И вот так вот через одну точечку мы удаляем по правой стороне. И по левой то же самое делаем через одну точку. Для чего? Сейчас покажу. Так, я неправильно сделала. Возвращаем все назад, назад. Сейчас я объясню, что я сделала не так. Значит, тут мы удаляем. Далее мы оставляем 1 сантиметр, мы его будем провязывать. Удаляем здесь. 1 сантиметр оставляем, удаляем. Так. 1 сантиметр для провязывания. Одну удаляем. И вот здесь, вот в этом месте нам нужно хорошенько подумать. Значит, вот эта середина будет. Здесь нам нужно сделать сюда 5 миллиметров и сюда 5 миллиметров. Поэтому мы берем вот эту точку, передвигаем сюда на 5 миллиметров. Так. И вот здесь
Сейчас я уменьшу. У нас должно быть 4, даже не 4, там получается, у нас должно быть 8 сантиметров всего, да? И мы должны этих 8 сантиметров сохранить. Вот у нас 1, 2, 3, вот 4 сантиметр. Мы его сюда 5 миллиметров забрали. И теперь мы должны добавить остальные 5 миллиметров, разнести их сюда вот по этим нашим провязам. То есть где-то у нас будет чуть-чуть больше провязано. Так? Так, сейчас мы увеличим вот это место и будем думать над ним. Значит, нам нужно 5 миллиметров мы сюда уже сдвинулись. Теперь вот с этим нам нужно решить. Либо нам вот здесь уменьшить, но тогда у нас количество рядов будет не совпадать. И сейчас мы придумаем. И я сделала. Сейчас я посмотрю. Ну и сдвигаем вот эту точечку. Тоже сейчас увеличу, чтобы было видно более миллиметров, да? И сдвигаю вот эту точку, чтобы сохранились наши. Я вот так вот сдвину ее. Так. И тут немножко сдвину, чтобы... Значит, у нас будет 2. Вот смотрим. 2 у нас тут по 1 сантиметру. Ну так вот у меня не делится 28. И приходится вот так вот разделять. Здесь должно быть 1, 2, 3, 4 сантиметра. Ну так, чтобы целиком, то есть 4 раза, 4 провяза, да? Потом поймете, зачем это нужно. И так, чтобы сохранить вот этих 8 сантиметров. Возможно, можно было бы меньше сделать. Так, далее. Строим наши выточки. Соединяем вот эти точки. Здесь удаляется одна. Соединяем эти точечки. Удаляем здесь еще одну. Она нам будет мешать. Так, соединяем с этой точкой. Ой, не туда нажала. Тут нам не нужен провяз. Удаляем следующую. Внимательно здесь следим. Так, сейчас я увеличу, чтобы было удобнее видеть, что мы удаляем, да? Так, соединяем выточку. Эта точка, вот если мы соединим, будет по прямой, нам она не нужна. Удаляем, соединяем эту точку. Ну, тут можно сразу вот ее удалить уже, чтобы одним махом. Соединяем эти 2. Соединяем эти 2. Так, тут удаляются. Сколько? Сейчас одну пока удалю, чтобы я разобралась. Так, эти соединяются. Теперь между вот этими точками у нас нет линий. Да. И вот эту тоже мы удаляем. И соединяем выточку вот так. Теперь как нам ускорить вот этот процесс весь? Уменьшаем, чтобы все попадало в экран. Сейчас мы будем разворачивать выкройку, чтобы достроить другую половину. Выделяем крайнюю точку. Заводим на нее начало координат, хотя они у нас так и стояли. И ставим разворот на 90 градусов. Поворачиваем. Смотрим, как она у нас повернулась. Повернулась правильно. Выделяем вот эти точки и достраиваем вторую часть как бы выкройки. Смотрим, что у нас достроилось. Вот какая ситуация у нас достроилась. Вот эта часть нам нужна. Вот эти все точки, которые сейчас выделю, нам не нужны. Значит, вот тут мы отрезаем эти все точечки и отрезаем вот эти точки. Эти 2 мы соединяем крайние. Соединяем. И разворачиваем нашу выкройку в обратном положении. То есть
возле 90 ставим перед нею знак минус. И наша выкройка разворачивается. Смотрим, как она развернулась. Вот так. Теперь нам, чтобы она хорошо легла на поле рисования, мы должны поудалять лишние точки ненужные. Значит, вот тут мы можем удалить вот эту среднюю точечку. Удаляем. Удаляем. Вот эту точку тоже можно удалить. И возобновить вот эту линию, да? Восстановить ее. Теперь вот здесь нужно разобраться с нашей пяткой. С нашей пяткой. Наша серединка уже нам не нужна. И соединяем вот эти все линии. Не линии соединяем, а точки. Так. Вот так. И последняя деталь пяточки. Соединяем. Пятку. Смотрим теперь, что у нас получится, как откроется эта выкройка во вкладке рисования. Так, идем во вкладочку рисования. Вот здесь что? Во вкладке рисования мы для себя мы можем сюда уже распределить на нашей выкройке наш узор. Я вязала лицевыми, они у меня красного цвета, и изнаночными. Наоборот, если по лицу, вот, то, что у меня сейчас связано, отмечено красным цветом, это будет изнанка. А вот это вот у меня лицо. Так, значит, что здесь нужно? Значит, я красный цвет ставлю себе, выбираю в палитре. И вот здесь обязательно, давайте увеличим. Здесь обязательно нам нужно посчитать, чтобы количество, вот когда мы распределяем выкройку, у нас середина, вот эта вот средняя петля, в принципе, да, тут так и распределила. Здесь у меня 12 петель и здесь 12. Но вот здесь мы видим, что здесь как бы меньше получилось, потому что как-то 0 сбился, как выложилась, так выкройка у нас. Вот если мы проведем здесь линию, вот одна нулевая петля и вот вторая, если мы проведем линию, да, она у нас вот так вот. То есть 2 нулевые петли ушли на эту вот сторону, поэтому здесь 12 и с этой стороны 12, а на самом деле здесь нужно еще добавить лицевые петли. И смотрите, что получается. Значит, нам вот такое расположение выкройки очень выгодно, потому что потом мы здесь, когда будем сшивать, в общем, это хорошо, это красиво. Так, дальше. Достраиваем сюда, сколько нам не хватает. Значит, вот и получается, что вот в эту сторону, если мы посчитаем петли, у нас будет 12. Плюс еще вот это вот 13. А в эту сторону у нас уже 12 нет, 11 только петель, если мы посчитаем. И плюс еще вот эта петля, которая ушла 13 туда. Поэтому сюда мы должны дорисовать 2 красных полосочки, чтобы у нас было одинаково. Так как, в общем, закрашиваем тут все. И здесь тоже закрасим. Для себя, чтобы нам в вязании было удобно, да? Возьмем кисточку и закрасим все вот эти. Да, дальше тут смотрим, что у нас будет. Здесь у нас будет продолжаться. Уменьшим. Ой, не уменьшила, а руку выбрала. А здесь у нас будет продолжаться изнаночные петли. Их можно, в принципе, зарисовать, конечно. Возьмем инструмент копировать. Выделим область красненьких и будем вставлять их, чтобы быстрее это все было. Так вот мы вот так вот будем вязать. Так я не попаду, наверное. Сейчас сдвинем. Вот.
Не до конца там довела. Ну, ладно. Сейчас ставим еще. Уже чтобы было как положено, да? Вот вставили. То есть вот тут у нас будут идти изнаночные петли, это лицевые. Так, и мы должны вот в этих местах, у нас там были полосочки ребристенькие, это тоже было изнаночные. Я перекидывала с передней фантуры на заднюю, наоборот, с задней на переднюю и вывязывала бортики такие. Значит, немножко увеличу. Ну, я и примерно их располагала так, чтобы... Вот, если тут, например, 4 петельки, значит, я вот так вот располагала, 2 ряда делала изнаночных петель. Тут точно надо попадать. Так, опять не попала. В общем, увеличить еще немножко. О, уменьшила. Так. Или же мы можем сделать вот таким вот способом. Берем, опять же, копируем. Копируем. И вставляем. Просто так будет точнее, да? Раз. Здесь выбираем 2 полосочки. Вот. И когда мы вяжем частичное вязание, мы уже будем примерно знать. Вот в этом месте мы будем уже возвращаться. Вот до сюда мы будем выводить петли в нерабочее положение. Вот до этого места там. Тут получается раз. Вывели вот первый раз вот сюда. Это уже второй раз аж сюда. Потому что мы вяжем 2 ряда. В частичном нам надо, чтобы здесь сохранялся 1. А вот этот уже не будем делить на 2. Как бы вот выдвинем сразу вот сюда. Так. Когда будете вязать, все будет понятно. Так. И дальше. Вот тут уже вот 2 ряда получилось. Потому что это середина, видимо, там у нас немножко утолщение получилось. Так, вот сюда вроде бы очень сложно попадать. Нет, не попало. Так. Ну и вот так мы будем уже вязать наши. И в конце нам уже не нужно делать перекиданий. Ну, если кто-то хочет, то, может быть, себе сделайте там еще по одной. Так, вот такой у нас вид будет иметь. Давайте здесь еще дольем. Так, вот сюда. Сейчас сделаем еще. И таким вот образом полосочки зальем здесь. В общем, все это понятно, да? Все. Нарисовали мы весь наш носок, все петли, рисунок. Можно сюда сделать, ну, тут уже как фантазия. Вот здесь можно вообще сделать какой-то двуфантурный жаккард или однофантурный жаккард. В общем, тут как уже на этом можно. Здесь можно полоски сделать вместо перекидания петель. А так, смотрим, что у нас в вязании. Выбираем однофантурный жаккард в узорах. Ну и все, вот вяжем. Вот здесь мы сделаем частичное вязание. То есть мы наберем наборный ряд сглаживающий. И потом вот этот уголочек просто вот здесь в серединке будем здесь провяжем. Потом вот эту сторону провяжем. И опять же сглаживающий ряд, пошли дальше. Ну, так, понятно вроде бы. Вот здесь надо будет пяточку вывязать, попробовать. Если кому лень, то можно вязать прямо. Я же говорю, нормально вроде бы получается. Вот и все. Значит, по нашему образцу у меня плотность я брала 6. Вот такое количество петель. Получается, нужно будет набрать на 6 плотности на сильвере. И до конца вязания будет 164 ряда. Естественно, тут надо будет поиграться. И вот такой носочек. За вечер можно связать парочку и сшить. Потом мы кетлюем.
Может быть, потом сниму видео, как кетлевать. Не знаю, посмотрим. Ну, если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, я постараюсь объяснить. Думаю, понятно все тем, кто вяжет. Вроде бы все ясно. Значит, что еще? Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем еще делать какие-то видео учебные.